В этом ролике я расскажу о способах заработать на ChatGPT и других нейросетях, а также поделюсь списком из целых 45 нейросетей, которые помогут вам автоматизировать и монетизировать все, что вы захотите. Искусственный интеллект с каждым днем обрастает все большим хайпом. Кому-то он может пригодиться в повседневной жизни, кому-то он упрощает работу, а сегодня мы поговорим о том, как можно настроить нейросети для себя, чтобы они могли приносить хороший доход в будущем. И раз уж я планирую забрать трафик с хайпа ChatGPT, сначала расскажу про него. Но сразу скажу, что у меня есть в запасе намного более интересные нейросети, поэтому устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Но перед этим хотелось бы сказать, что данный список нейросетей я собирал очень долго, и я уверен, что каждый найдет для себя что-то полезное в нем. Поэтому прошу вас в благодарность досмотреть ролик до конца, поставить лайк и оставить комментарий внизу. Ну и вернемся к нашему любимому ChatGPT. Чат-бот ChatGPT работает в формате диалогового окна, интерфейс веб-страницы максимально прост и состоит из поля для ввода запроса и окна, где будет отображаться ответ нейросети. Чат-бот генерирует контент и дает советы. Он может написать эссе, стихотворение, песню, сценарий, универсальный ответ на письмо, кулинарный рецепт, составить программу тренировок, рассказать о главных событиях года. ChatGPT может даже написать код. Если не указывать конкретный язык, то нейросеть выдаст вам варианты на нескольких языках программирования. Окей, ну и как же мы можем заработать с этого всего? Если чат-бот может писать различные тексты, то для начала мы легко можем использовать их для продажи на различных сайтах фриланса. Размещаем там объявления как копирайтер и ждем заказов. Либо вы можете воспользоваться сайтами для продажи текстов, а также есть множество площадок, которые платят определенные деньги за просмотр ваших статей или рецептов. Один из банальных примеров тому Яндекс.Дзен. Но если в Дзене уже достаточно сложно добиться какого-то вменяемого дохода, то используя различные локальные площадки можно заработать вполне неплохие деньги. В принципе, вы можете генерировать абсолютно любые идеи по использованию текстов, которые вам автоматически напишет ChatGPT. Надолго останавливаться именно на ChatGPT я не хочу, поэтому покажу вам еще одну нейросеть от этих разработчиков и перейдем к самому интересному. Вторая нейросеть от разработчиков ChatGPT — это DALL-E 2. Эта нейросетка генерирует для вас полностью уникальные изображения, которые вы можете использовать в приложении к своим текстам, которые для вас будет генерировать ChatGPT. Вы делаете запрос в текстовой форме, и вам в ответ прилетает 4 картинки на выбор. Иногда качество отрисовки немного хромает, но иногда она выдает очень годные изображения. Поэтому советую максимально точно описывать свой запрос, чтобы не получить какую-то абстракцию в ответ. В общем, советую лично поковырять и протестить. Но это нейросетка, как я уже сказал, от тех же разработчиков. И вы, увидев ChatGPT, возможно, подумали, что это вершина технологий в сфере искусственного интеллекта. Тогда вы сильно ошиблись, ведь сейчас я буду рассказывать вам о нейросетях, с помощью которых действительно можно заработать не напрягаясь, и о большинстве этих нейросетей вы даже не знали. Я разбил данные нейросети по категориям, и полный список всех 45 нейросетей со всеми ссылками я выложу в своем телеграм-канале по ссылке в описании. Также QR-код для подписки уже у вас на экране, поэтому жду вас там. И первая категория наших нейросетей — это звук. Тут я подготовил для вас 3 нейросети. Первая — это DubDub. Нейросеть может подготовить для вас озвучку текста за несколько секунд, и если вы думаете, что это все выглядит как озвучка от Google переводчика, то вот вам отрывок текста, озвученный этим искусственным интеллектом. And if you think that all this is not serious, then here is an excerpt of the text voiced by this neural network. Нейросеть имеет выбор из нескольких десятков голосов с разными акцентами. Как это можно использовать для заработка? Вы можете легко производить контент для американского YouTube, который за вас озвучат, а вам останется только подобрать визуальный контент. То есть вам не надо даже снимать себя на камеру и записывать свой голос, переживая, что вы не сможете грамотно что-то произнести, ведь за вас это сделает нейросеть. Думаю, не стоит рассказывать, что на американском YouTube можно легко зарабатывать несколько тысяч долларов на простой монетизации. Resemble — еще одна нейросеть, которая может создать копию вашего голоса или озвучить что-то. Также вы можете вставлять треки и паузы между словами, получая отличную конечную аудиодорожку. И вот вам пример озвучки. Правда, тут я выбрал первый попавшийся голос, я думаю, что можно подобрать голос намного лучше, однако вы также можете использовать данную нейросеть в генерации контента. Кстати, вы также можете применять ее для работы над заказами по озвучке простого текста, где не требуется какой-то эмоциональный отклик. И еще одна нейросеть в категории звук — это Soundful. Поможет вам создать уникальные треки в любом жанре. Все эти треки можно спокойно монетизировать на всех площадках. Заливайте на стриминговые площадки, используйте для развития вашего YouTube канала с музыкой, примеров полно. Дальше только ваш креатив, а я перехожу к следующей категории. И следующая категория — это чат-боты. Тут я подготовил 6 сервисов, но остановлю свое внимание только на 3 из них, чтобы ролик не получился слишком длинным. Напомню, что ссылки на абсолютно все сервисы будут ждать вас в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Хоть ChatGPT и попадает под данную категорию, я не хочу подробно рассматривать его тут. Давайте лучше покажу вам сервисы, с помощью которых можно сделать своего чат-бота. И первый сервис — это Chai.
Тут вы можете создать своего чат-бота согласно вашему сценарию и задеплоить его для тысяч пользователей. Сервис очень простой, разберется в нем абсолютно каждый. Следующий чат-бот это Meet Maya. Это огромная нейросеть, которая может во многом помочь в развитии вашего бизнеса. Обращаясь к ней, вы можете получить стратегический анализ рынка или анализ репутации бренда. Она может оптимизировать ваши цены под рынок, а также подсказать текущие тенденции. И это лишь малый список опций данного чат-бота. Мне кажется, многие смогут найти ему применение и должный способ монетизации. И последний чат-бот в обзоре, но не последний в моем списке, это Character.ai. Он позволит вам общаться с различными персонажами в виде нейросети. Зайдя туда, вы с легкостью сможете пообщаться с Илоном Маском или Тони Старком или вовсе с Марком Цукербергом. Нейросеть сформирована достаточно интересно, поэтому также настоятельно рекомендую зайти и потыкать. И следующая категория нейросетей это различного рода кодирование и программирование. Тут я собрал для вас 12 сервисов, но в обзоре сделаю только 3. Первый сервис это Mutable. Позволяет вам писать код абсолютно не напрягаясь, дописывает десятки строк за вас, вам остается только направить его в нужное русло. Поддерживает языки Python, JavaScript, TypeScript и несколько других языков. Второй сервис это Excel Formula Bot. Подходит для работы с Excel, он прекрасно преобразовывает написанный вами текст в конкретную формулу, а также наоборот. Это очень удобно, и если вы все еще не сталкивались со сложностью оформления больших таблиц, то берите на заметку, и в следующий раз у вас точно не возникнет сложностей. И третий сервис в этой категории это Durable. Позволяет вам за считанные секунды создать собственный одностраничный сайт, сразу везде вставив ваше название и адрес. Вам остается лишь немного скорректировать текста. Но где же брать те самые текста? Конечно же в других нейросетях, которые мы и рассмотрим в следующей категории. И следующая категория, логично понять, копирайтинг. Наверное, самая простая категория нейросетей для монетизации. Туда же попадает и всеми любимый ChatGPT, но я думаю, что вы уже убедились, что есть нейросети намного сильнее, чем это. И в категории копирайтинг я нашел для вас целых 10 ссылок, погнали сделаем обзор на несколько из них. Nullai. Нейросеть, позволяющая генерировать захватывающие истории, опираясь на ключевые слова, героев и так далее. Пишет реально круто, можно легко использовать для создания контента и публикации статей на разных платформах. Допом как раз можно использовать нейросеть с картинками, которая это все дело украсит. И следующий сервис это AnyWord. Идеальная нейросеть для копирайтинга, подстраивается под типы текста и площадки, на которых вы планируете это размещать. Является более усовершенствованной, чем ChatGPT. Также она опирается на ключевые SEO-слова, которые в дальнейшем помогут вам получить трафик на ваши статьи. И последняя нейросеть в обзоре на копирайтинг это HIPAA 10 Use. Более продвинутая модель, которой пользуются даже огромные корпорации, такие как Google, Upwork, Shopify и так далее. Имеет огромное количество несложных настроек, с помощью которых на выходе вы получите оригинальный и интересный текст. ChatGPT в свою очередь выдает текст достаточно пластмассовым, как отмечают многие его пользователи. И next категория это дизайн. И первый сервис это UIZARD. Поможет сделать вам дизайн сайта или мобильного приложения. По сути представляет из себя ту же фигму, только большинство действий тут автоматизированы. Нейросеть обучена на огромном количестве разных дизайнов и идеально подсказывает расположение элементов, цвета, текста и так далее. Если вы являетесь даже начинающим веб или UI/UX дизайнером, то с помощью этой нейросетки вы сможете поднять чек на свой продукт как минимум в 2 раза. И следующий сайт это Diagram, включает в себя сразу несколько нейросетей, но самое интересное из них это Magician. Устанавливается прямо в Figma, где легко генерирует для вас иконки, изображения и так далее. Также сильно может вам упростить работу в отрисовке любой иллюстрации. И следующий сервис это Deep Imagination, сервис, позволяющий создавать 3D контент из текста. Тоже очень актуально в наше время, так как 3D модели все чаще применяются в различных сервисах. Я думаю, спрос на подобные 3D иллюстрации тоже достаточно высокий, советую изучить, а мы переходим к следующей категории. И следующая категория это иллюстрация. Тоже очень объемная категория в сфере нейросетей, они уже давно научились рисовать картинки за вас, но возможно именно эти нейросети вас удивят. И первое это Pixels. Нейросеть обладает довольно большим функционалом и может не только нарисовать вам простую аватарку, но также сделать картинку по описанию или преобразовать картинку в уникальную. Советую потыкать абсолютно каждую нейросеть, ведь именно так может родиться какая-то крутая идея по монетизации. Я же могу предложить продажу артов на фрилансе, использование картинок для контента и тому подобное. Возможно, у многих возникнет вопрос, почему я не уделяю так много времени повествованию о монетизации. Как минимум потому, что тогда ролик получится очень длинным, и поэтому в основном я знакомлю вас с малой частью нейросетей, а если вы планируете их монетизировать, то у вас не должно возникнуть никаких сложностей. Поэтому давайте переходить дальше к следующей нейросети. И следующая нейросеть это Midjourney. Достаточно заезженная нейросетка, как и ChatGPT. Все давно используют вроде бы, но тем не менее, на сайтах фриланса не спадает спрос на отрисовку артов с помощью нее. Нейросеть располагается на Discord сервере, где и выдаст вам 4 пикчи в ответ на ваше описание. Рисует действительно красиво и интересно. Монетизировать можно абсолютно любым способом, от продажи на сайтах стоковых изображений
изображений до отрисовки артов за деньги. И еще один сервис в кратком обзоре — это Lexica. Рисует арты за считанные секунды. Работает по принципу Midjourney, правда сильно упрощен процесс регистрации и все действия происходят во вкладке браузера, а не в Дискорде. Сможет нарисовать вам арты даже под самые дикие идеи. Монетизация тоже элементарная. Один из идей для вас — это делать контент в виде выдуманных историй. Кто будет выдумывать эти истории? Опять же, чат-боты из категории копирайтинг. Вы будете прикладывать к ним прикольные арты. Такой контент тоже активно поглощается и поощряется на многих площадках. Объединив 3 категории нейросетей, вы сможете сделать полноценный ролик с историей и картинками, озвученный нейросетью, но при этом не вложите туда ни капли своих стараний. И на этом мой краткий обзор подошел к концу, и в завершение хотелось бы сказать, что за нейросетями однозначно будущее, поэтому стоит начать адаптироваться прямо сейчас. Поэтому я с радостью поделился с вами огромным списком из всех нейросетей, которые мне удалось собрать. Еще раз напомню, что список этих нейросетей лежит в моем телеграм-канале про заработок в интернете, а также настоятельно рекомендую зайти и проверить все эти нейросети на себе, ведь именно так рождаются все гениальные идеи по монетизации. А на этом все, всем профита, увидимся через неделю в новом видео.